Постепенно мы привыкли вставать рано, в 6 часов, хотя по нашему времени это всего лишь 3 часа утра. Погода стоит замечательная, но вокруг все так же висит дымка от пожаров, иногда чувствуется запах гари. Все бы ничего, но сейчас мы начали проплывать такие интересные и красивые места, где высокие скалистые горы Байкальского хребта вплотную подходят к воде Байкала. Если ближние горы видны хорошо, то чем они дальше от нас, тем больше их поглощает хмарь. Деревья на берегу, поскольку находятся ближе к нам, наглядно показывают контраст с задымленными далями. Пройдя 3 километра, решили остановиться в устье пересохшей к этому моменту реки Татарниково русла. Проплыли буквально 3 километра, вышли на небольшую передышку, потому что сейчас хотим пересекать большую губу. Вот этот вот мыс называется Балсадей. Мы хотим сейчас прям напрямую к его оконечности пойти. По прямой здесь примерно 8 километров. Сегодняшняя, пока еще спокойная вода позволяет нам делать такие переходы вдалеке от берега. Ведь если провести от устья Татарникового русла прямую к оконечности мыса Балсадей, то от нее губа Балсадей будет вдаваться в берег на 3 километра. Над губой возвышается голец Бургунда высотой 2179 метров над уровнем моря. Еще дальше, сразу за глубоким ущельем, виднеется голец Молокон. Его высота 2212 метров. Примерно через 1,5 часа мы остановились на мысе. Пока шли, заметили, что появилось много насекомых, в основном мошка и слепни. Разминая ноги, я решил немного осмотреться. Сразу за полосой гальки начинается узкая полоса лиственничного леса, а за ней заболоченный участок. Есть ровные места, которые вполне сгодились бы в качестве стоянки. Сам мыс Балсадей довольно крупный, вдается в Байкал большим полукругом. Его заболоченная оконечность отделена от озера береговым валом шириной около 50 метров. Следующий мыс после Балсадея – Ковришка, который можно легко узнать по характерной форме. Разделены они небольшим безымянным заливом, на берегу которого мы приметили какую-то табличку. Скорее всего, это стенд, информирующий об охотничьих угодьях, каких мы еще встретим немало. Мыс Ковришка интересен тем, что в отличие от окружающих его мысов, спускающихся полого к озеру, наоборот, круто обрывается в воду, плавно спускаясь в сторону основного берега. Видимо, кому-то давным-давно он напомнил каравай хлеба, за что и получил свое название. Сразу за ним начинается губа Мужинайская. В ней, судя по всему, появилась какая-то относительно новая база отдыха, потому что до этого момента мы про нее ничего не знали. Из Мужинайской губы открывается замечательный вид на ущелье, проточенное рекой Молокон. Очень часто, проплывая такие красивые места, хочется выйти на берег и пойти туда, в горы, на скалы. Хочется подняться, окинуть взглядом весь простор Байкала, но мешает только лишь одно «но» – ограниченность во времени. В Мужинайской губе решили пообедать. Стоит такая жара и сушь, что костер развели практически у кромки воды. Ну а после обеда тщательно, несколько раз заливаем его водой, чтобы ни одна искорка не осталась тлеть после нашего ухода. Пообедав, направляемся к мысу Мужинай. Здесь мы уже разменяли первую 100 километров. После часу дня жара стоит лютая. Даже на воде полный штиль сейчас. Просто дышать невозможно от жары. Солнце жарит, пекло такое. Грести тяжело. И вода ледяная.
Но на наше счастье на мысе Мужинай также за береговым валом приютилось довольно крупное, но мелкое озеро. Вода в таких озерах прогревается лучше, чем в Байкале, поэтому ни минуты не раздумывая мы разделись и побежали охлаждаться. Теплее однозначно, чем в Байкале. Вдалеке на озере даже видели рыбаков на лодке. Сами мы, кстати, тоже пробовали несколько раз рыбачить на спиннинг, но, к сожалению, безрезультатно. Поднялась небольшая волна после мыса Мужинай. Но, как ни странно, волна попутная, и ветер нам дует в спину. Это первый раз пока что. Постепенно волна начинает усиливаться. В моменты, когда становится совсем жарко, мы поворачиваем байдарку боком к ветру и сушим весла, чтобы немного охладиться от его дуновения. Пересекая широкую губу с названием Большая Коса, увидели нерпу, то ли греющуюся на солнце, то ли резвящуюся в волнах. Пока любовались нерпой, приметили в основании мыса Большая Коса несколько построек, решили держать курс на них. Время приближается к вечеру, а волна и ветер уже не дают идти ровно. Корму байдарки ведет вправо, левой рукой приходится прилагать много усилий, чтобы удержать нужный курс. Приплыв, увидели старый полуразрушенный пирс и несколько закрытых сараев с заколоченными окнами. Вокруг много мусора, неуютно. Зато за сараями приметили еще одно мысовое озеро. Это возможность искупаться после очередного жаркого дня, но подходы к нему заболочены. Поэтому, немного поразмыслив, решили проплыть вдоль берега и уже через пару сотен метров увидели с воды удобное место, на котором позже нашли и старую стоянку. Ищем пока что место для палатки. Берег вроде бы везде хороший, но кое-где заросли, кое-где тесновато. Так ровные места есть. Вот я сейчас увидел подход прям к озеру, к этому, которое рядом расположено. Здесь вот лодка чья-то. Тоже озеро мелкое, но, наверное, теплое. Поставив палатку, первым делом отправились купаться и охлаждаться. Место оказалось хорошим. Даже насекомые здесь живут большой и дружной семьей. У нас в палатке какой-то ужас происходит. Красоту этих мест словами, конечно же, не описать. Да и видео никогда не сможет передать масштабов и атмосферы дикой природы Байкала. Не даст почувствовать того, что чувствуешь, глядя вблизи на эти крутые склоны, взмывающие прямо вверх более чем на километр. На его просторы, уходящие вдаль, куда не может достать взгляд. На изумрудные воды, лежащие под лодкой огромной толщей в десятки, а иногда и в сотни метров. Сколько раз не побываешь на Байкале, всегда будешь им восхищаться. Всегда будешь открывать для себя здесь что-то новое и интересное. После отдыха приступили к приготовлению ужина. Костры большие не разводим, они ни к чему. Погода стоит теплая, а для еды достаточно небольшого костерка на ветках. Их по всему берегу валяется в достатке.
Пока я собирал ветки для костра, на берегу встретил медвежьи следы. На всякий случай решили подвесить еду и все, что с ней связано, на соседнюю лиственницу. Дерево невысокое, но это все же лучше, чем положить еду в палатку. Вечером совсем рядом видели сову, а когда стемнело, с противоположного берега озерка несколько раз слышался чей-то лай, но точно не собачий. Опять же, на всякий случай покричали, погремели, чтобы животные знали, что мы здесь есть, и не подходили. Начинаются самые дикие места на этом берегу Байкала. Засыпали в этот раз немного тревожно. Утро встретило нас серым хмурым небом. Благо, что нет дождя. Однако дым от пожаров тоже никуда не делся, и от всего этого окружающая природа выглядит еще более блеклой. После завтрака и сборов начали оплывать мыс. Как и Балсадей, мыс Большая Коса имеет форму огромного полукруга. Через него течет одноименная река и впадает в Байкал рядом с его оконечностью. Как обычно, мы останавливаемся в устье реки, чтобы набрать горной воды для питья. У воды голубоватый оттенок, и кажется, что даже при взгляде на нее чувствуешь ее обжигающий холод. Длина реки всего лишь 12 километров, и стремительно сбегая со склонов высоких гор, она попросту не успевает прогреться. Набрав воды, еще некоторое время идем вдоль мыса в сторону губы Малая Коса, а затем и на мыс Малая Коса. По берегу поднимаются зеленые, покрытые густой тайгой сопки, а из-за них вторым рядом выглядывают еще более высокие скалистые гольцы с темно-зелеными пятнами стланников по склонам. Кое-где на них даже виднеются небольшие снежники. Несмотря на то, что горы Байкальского хребта довольно дикие, они весьма популярны у многих туристов. Там высоко есть горные озера, водопады, можно встретить даже наледи, а множество перевалов разных категорий сложности позволяет делать в этих горах разнообразные маршруты. Правда, простотой они вряд ли смогут похвастаться. Троп там практически нет, зато в изобилии россыпи курумов и заросли непроходимого стланника. После отдыха на мысе Малая Коса берем направление на следующий мыс. Мы, кстати, решили так и оставить эту тактику передвижения от мыса к мысу. Если идти вдоль береговой линии, километраж сильно увеличится, и тогда мы вряд ли успеем уложиться в установленный срок. Какая-то волна непонятная поднялась. Ветра вроде бы нету практически. Если он появляется, то мелкая рябь от ветра на воде идет. А здесь прям крупная такая волна. Как будто какой-то большой катер прошел где-то вдалеке. Да ничего слышно не было, а волна есть. Еще я подумал, что может быть такие волны могут быть из-за землетрясений, которых здесь в районе Байкала очень много и очень часто они бывают. Следующая остановка на мысе Хибелен, в устье небольшого ручья Хибелен. Наверное, уже все заметили, что многие мысы и реки с ручьями на Байкале имеют одинаковые названия. Чаще стали попадаться следы жизнедеятельности медведей. Сегодня они встречаются везде, где мы выходим на берег. Рядом с устьем ручья раньше стояла изба зимовья, но мы ничего подобного не увидели, а в густые заросли особого желания заходить не было. Пройдя пару сотен метров от мыса, внезапно почувствовали, что проголодались. Решили не затягивать с обедом и направились к берегу искать удобное для этого место. Мыс Хибелен небольшой, так что и от берега мы далеко не отошли. Чуть более чем через километр приметили галечный пляж с большим количеством сухих веток, необходимых нам для разведения костра.
После обеда поднялся ветер. Нам пока что попутный. Он поднимает высокую такую волну. Была бы она встречная, наверное, было бы очень неудобно плыть. Вот и так пока что более-менее терпимо вроде бы. Попутная волна – это, конечно, для гребли большое подспорье. Главное стараться удерживать курс байдарки, иначе она постоянно норовит развернуться к ветру бортом. Зато скорость передвижения заметно возрастает. Вот мы и совсем скоро оказались на мысе Большой Черемшаной. В основании мыса совсем вплотную к лесу стоят две избы. На берегу несколько моторных лодок. Скорее всего, здесь находится какая-то охотничья база, потому что поохотиться в этих местах точно есть на кого. Мы же отдыхаем. Впереди переход к мысу Малому Черемшаному. Пока делали переход, ветер усилился. Волна сделалась крупнее и грести стало очень тяжело. Байдарку мотает в разные стороны, руки устали. Прилагая немалые усилия, дошли до мыса и еле вышли на берег. Волна практически сбивает с ног. Решили, что сегодня плыть дальше не имеет смысла, поэтому осматриваем мыс на возможность установки палатки. Весь песчаный берег здесь просто усеян следами диких животных. Прекрасно читаются следы медведя, прошедшего вдоль воды. Немного жутковато. Да что там немного, очень даже жутко. В глубине мыса стоит недостроенное зимовье, вокруг него горелый лес. Такая картина только добавляет тревожности. Поскольку приличных ровных мест нигде не нашлось, кроме как на песке, палатку поставили здесь на пляже, на этом. И чтобы внутренне натаскивать песка с собой, решили вымостить себе перед входом галькой дорожку небольшую. Неподалеку от палатки приметили закрытый металлический контейнер. Высота его чуть более 2 метров, поэтому всю еду на ночь я убрал на его крышу. Через несколько километров от нас проходит северная граница Байкало-Ленского заповедника. Неудивительно, что здесь водится так много медведей. Выдвинулись в сторону мыса Елохин с нашего с Малого Черемшанова мыса. Здесь примерно 5 километров плыть, 4,5-5 где-то так. Вот по этому мысу проходит граница Республики Бурятия и Иркутской области, а также начинается Байкало-Ленский заповедник за мысом. Вот, соответственно, если я не ошибаюсь, на нем должен быть кордон заповедника, и там на кордоне должен жить инспектор. Поскольку Байкало-Ленский заповедник разрешения на посещение не дает, нам они прям так и сказали, что разрешения нам не дадут, плыть мимо можно, но на берег выходить нельзя. Вот. Поэтому мы хотим сейчас зайти на этот мыс, может быть, познакомиться с инспектором, то есть обозначить свое присутствие, что мы не скрываемся. Тем более, что они о нас знают, мы писали им на почту и так звонили, пробовали получить разрешение. Соответственно, сейчас поговорим с инспектором. Если он нас оштрафует, выпишет штраф, то ничего страшного, как говорится, одной проблемой меньше. Нет, обсудим, значит, режим нашего передвижения. Так что примерно через минут 40, час уже будем там. На самом деле, такая неизвестность не самое приятное чувство, когда заходишь на запретную территорию. Сам заповедник мотивировал свой отказ тем, что сейчас действует противопожарный режим, но мы со своей стороны обещали готовить еду на территории заповедника исключительно на горелке. Да и видели видео других людей, сплавлявшихся по этому маршруту, и у них, с их слов, разрешения были. Тем не менее, у нас его сейчас нет, и все мысли в голове только о том, что будет дальше. Обойдя мыс Елохин, вышли на его южной стороне, там, где расположен кордон. На его территории стоит несколько построек, на берегу лежат лодки, но везде какая-то подозрительная тишина.
В домике мы ломиться не стали, а инспектора так и не встретили. Подождав около 15 минут, отправляемся дальше. Настроение непонятное, еще и погода сегодня словно пытается добавить в него минорные ноты. Моросит еле заметный дождь, густая хмарь расслоила серые горы на десятки оттенков. Больше всего не дает покоя предположение, что, увидев нас на берегу, инспекторы могут не просто выписать штраф, а еще и вывести нас за границы заповедника. Тогда из нашего маршрута может исчезнуть не 1 десяток километров, а не выходить на берег никак не получится. Отойдя около 3 километров от кордона, остановились на привал на узкой галечной косе. Она вся просто усеяна следами диких животных. Помимо медвежьих следов, встретился и след волка. Лес и густые заросли так близко подходят к воде, что немного даже страшно. Кто знает, кто может скрываться за ними. Пройдя еще пару километров, увидели небольшой ручей, впадающий в Байкал. Остановились, чтобы набрать в нем воды. После ручья проходим небольшой, но очень интересный участок, на котором скалистые горы обрываются прямо в воду. Через них узким ущельем проложила себе путь небольшая река Ледяная. При сегодняшнем освещении скалы выглядят очень величественно и даже немного мистично. Территория Байкало-Ленского заповедника полностью лежит на суше и на воду не заходит, поэтому вдоль берега часто встречаются и экскурсионные корабли, и рыбаки на моторках, что вызывает небольшой диссонанс. Вскоре скалистый участок заканчивается, и горы вновь укутываются уже привычным темно-зеленым одеялом тайги. Однако серое небо и низко нависающие угрюмые тучи уже второй день подряд не позволяют наслаждаться яркими красками окружающей нас природы. Подошло время обеда. Для этого вновь останавливаемся на галечном берегу. Постепенно начинает подниматься ветер, поэтому стараемся сильно не задерживаться. Но все же обед в среднем занимает 1 час. За это время надо успеть приготовить еду, съесть ее и в идеале еще немного отдохнуть. После обеда обходим мыс Северный Кедровый. Интересно, но после этого мыса на некоторое время граница заповедника отходит к вершинам гор. Полоса суши шириной около 5 километров и длиной около 25 ему не принадлежит, поэтому по берегу вновь встречаются зимовья, таблички охотхозяйств, а за выход на берег никто никого не оштрафует. Почему так получилось, я расскажу немного позже. Мы тем временем держим курс на мыс Средний Кедровый. Переход довольно большой, около 8 километров, но ветер уже усилился и гонит неприятную волну, для борьбы с которой нужно прикладывать немалые усилия. Мыс Средний Кедровый. Написано какой-то охотучасток. У нас тем временем на море поднялась волна. Встречный ветер сильный. Грести очень тяжело. С Северного Кедрового сейчас очень долго шли. Думаем, наверное, здесь где-нибудь на Среднем Кедровом остановиться на ночевку. Потому что, вообще, в принципе, мы хотели дойти либо до Южного Кедрового мыса, либо до Заворотного. Такой ветрище встречный. Поднялся, волну нагнал. И поэтому будем останавливаться, скорее всего, здесь. Каких-то более-менее подходящих мест, которые бы нам приглянулись, не встретилось. Отмеченная на старых картах изба давно развалилась, поэтому мы решили пройти вдоль берега, в надежде, что встретим место получше. Ветер к этому моменту заметно усилился. Волна поднялась нешуточная, да к тому же начал моросить дождь.
Обойдя мыс с южной стороны, увидели среди деревьев светлый прямоугольник крыши избы и направились в ее сторону. Вышли на берег и в первую очередь решили осмотреться. Под ногами мелкая галька и песок, на них все так же, как и везде, отпечатки медвежьих лап. Берег ровный, открытый, есть где поставить палатку, но на всякий случай идем глянуть на избу. Изба хоть и старая, выглядит жилой. Правда, все окна закрыты решетками, а на двери висит замок. Пока осматривались, зарядил дождь. Дай пока вот сюда, вот прям так ставь. Хоть от дождя есть где спрятаться на первое время. После того, как дождь закончился, пошли искать место для палатки. Рядом с избой ставить ее не захотели. В любое время могут приехать охотники, а лишний раз мешать друг другу желания нет. Пока искали место, нашли следы старых стоянок с кострищами и напильными чурбаками. Также совершенно неожиданно встретилась полузаросшая старая автомобильная дорога. Палатку решили поставить под одним из невысоких кедров, растущих неподалеку от воды. Там нашлась довольно ровная площадка, и мы потихоньку перетаскали вещи и байдарку к нему. Пройдясь по пляжу, я насобирал приличную охапку сухих веток в надежде развести костер. Но вокруг старого кострища была высокая сухая трава, а ветер дул от него в сторону палатки, поэтому решили не рисковать и ужин готовили на горелке. Сумку с продуктами опять закинули на дерево, стоящее поодаль от палатки. Ночью ожидаемо несколько раз шел сильный дождь, и хотя и считается, что на Байкале плохая погода бывает редко, побаивались, что следующий день может быть испорчен непогодой, а нам придется задерживаться на дневку. Но, несмотря на дожди, утро выдалось ясным. По берегу разбегается густая облачность, мокрый лес сверкает свежестью. Утром костер тоже не разводим, чтобы не тратить времени, а позавтракав, сразу начинаем собираться. Ежедневные утренние сборы – это, пожалуй, самый большой недостаток походов и сплавов. Мало того, что это скучная рутина, так еще и нужно быть предельно внимательным, чтобы ничего не забыть на стоянке и не потерять в траве. Поэтому после сборов и перемещения сумок к воде приходится тщательно осматривать территорию лагеря. Встаем на воду и движемся в сторону мыса Южного Кедрового вдоль берега. Смотрим на него и не можем понять. Вроде бы все хорошо, но как будто что-то все же не то. И только когда мы обошли мыс, а перед нами выросли высокие горы, поняли. Сегодня первый день, когда берега не затянуты дымкой. Небо ярко-голубое. Горы и лес чуть ли не светятся сочной зеленью. Невозможно оторвать взгляд от всей этой красоты. Естественно, сразу же схватили камеры и снимаем все подряд. Кто знает, надолго ли все это. На склонах гор сейчас можно отчетливо разглядеть и острые перья скал, и россыпи камней, чередующиеся с зарослями стланников. Верхушки окутаны белыми облаками, просто сказочные пейзажи, не иначе. Однако Байкал решил сильно нас не баловать, и уже совсем скоро впереди показалась белая пелена, идущая на нас. Пронесся холодный ветер, а затем вверху, в метрах в 100 над водой, прошла первая волна тумана. Ветер пригнал его откуда-то со стороны левого берега и, ударив о горы, перекинул за хребет. Но как только рассеялся первый туман, вслед за ним стремительно появился и второй, идущий понизу. Он наступал так быстро, что в течение считанных минут окружил нас со всех сторон. Видимость сократилась до десятков метров. Даже солнца стало не видно. Опасаясь сбиться с курса, в срочном порядке направили байдарку в сторону берега. Надеялись, что туман пройдет так же быстро, как и появился, но прождав на берегу минут 20 и не дождавшись прояснений, мы решили продолжать свой путь и идти вдоль берега, не теряя его из виду.
В воздухе летают миллионы микроскопических капель воды, вся одежда отсырела. Впереди не видно вообще ничего, кроме серой мути. Справа узкая полоса берега в клубах тумана. Мы тем временем начали обходить крупный мыс Заворотный. В пелене тумана стали появляться редкие разрывы, через которые проглядывают голубые клочки неба. Вскоре показались и первые постройки. Это база отдыха, значит, мы подошли к бухте Заворотной. Здесь находится и поселок Заворотный. Он появился как поселок геологов в 1962 году, когда неподалеку в горах Байкальского хребта было открыто месторождение микрокварцита, абразивного минерала, который используется для зеркальной шлифовки металла. Из него, в частности, изготавливалась всем известная паста Гои. Добыча велась до 1994 года, а с тех пор поселок почти заброшен. Лишь недавно здесь начали появляться базы отдыха. Сейчас бухта используется в основном для остановки на ночлег туристических катеров или как укрытие во время шторма. Этот поселок и прилегающая территория, как я уже говорил, к заповеднику не относятся, но уже через 3 километра снова начинается его территория. Увидев табличку, информирующую об этом, решили остановиться на обед. Прояснения продолжают чередоваться с туманом и после обеда. Когда выглядывает солнце, становится жарко, но перед очередной волной тумана налетает ледяной пронизывающий встречный ветер. Продолжаем идти вдоль берега. На мысе Малый Солонцовый вышли на отдых. Хоть он и невысокий, но все же открытая местность позволяет немного осмотреться. Все окрестности затянуты, конца и края не видно туману. По небу тоже поползли то ли тучи, то ли облака. После привала вновь идем у берега. Спереди наступает новая белая стена. К счастью, в этот раз она пронеслась довольно быстро, а мы направились в сторону мыса Большой Солонцовый. Мыс обошли с южной стороны. Как раз началось волнение, пора бы и поискать стоянку. На старых советских картах в основании мыса была отмечена изба. Мы предположили, что изба там может быть и сейчас, поэтому направились туда. Если быть честным, я бы назвал это место мысом ужаса, потому что первое, что мы увидели, выйдя на берег, это тропу. Медвежью тропу, если выразиться точнее. Она идет от основания мыса в сторону его оконечности. Место, где была отмечена изба, мы тоже нашли. Сейчас там находится просторная поляна с цветущими травами, но на этой поляне мы увидели перекресток медвежьих троп. Как бы ни было страшно, решили вставать на ночлег здесь. Это заповедник, лучше тут не будет. С мыса Большого Солонцового уже виден полуостров Святой Нос на восточном берегу Байкала. Отсюда до него около 50 километров. Все съестное и все кухонные принадлежности опять подвесили на лиственницу неподалеку. Весь вечер ходили, свистели в свисток и гремели всем, чем можно, чтобы медведи в округе знали, что сегодня этот берег занят. Медведи хоть и дикие, но не глупые. Они не любят встреч с человеком, поэтому важно вовремя дать им о себе знать. Мы очень надеемся на это и на то, что лето сытое и медведи тоже. Со стороны восточного берега наступает густая облачность. Сейчас она невероятно красиво освещена заходящим за хребет солнцем. Горы на нашем берегу тоже укутываются густой пеленой облаков. Лучи заката пробиваются сквозь них, и кажется, будто огромный пожар охватил горы. Спали этой ночью довольно тревожно. Часто просыпались и свистели в темноту, предупреждая медведей. Под утро зарядил промозглый затяжной дождь, но об этом уже в следующей части фильма. Друзья, это вторая из 5 серий нашего путешествия по Байкалу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также наши фильмы можно посмотреть в ВК-видео в нашей группе ВКонтакте. В Телеграме Вика публикует видео и фотографии, снятые ею. Ссылки на эти соцсети оставлю в описании к видео.